Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин, и сегодня снова урок по рисованию пером и тушью. И я сегодня буду рисовать город в перспективе и примерно расскажу, как это все происходит, как это можно делать быстро, легко, просто, хорошо, ну, как обычно у меня происходит. Для начала, самые такие базовые, супер важные штуки, которые, как мне кажется, необходимы для рисования, это материалы. Смотрите, я рисую пером и тушью. Это важно, это просто важно. Про материалы и инструменты я могу говорить очень много, очень долго, но, как вы видите, просто вот та реальность, с которой я работаю. Я могу использовать все, что угодно, но я использую перо. Почему? Потому что перо дает вариативную, совершенно чудесную, невероятную, очень крутую линию. И больше ее не дает ничего. В графической технике вот ее дает именно перо. И это отправляет нас в ту технику, которую практиковали великие древние архитекторы, которые знали и могли, и которые сформировали эстетику, которая забита в голове у человека, у человечества забита в голове. Мы на этой эстетике выращены. Эта эстетика сквозит через архитектуру, через живопись, через графику, конечно же, через вот эти вот проектную историю. Так как я по уши в проектной истории, то я прям вот говорю оттуда из материала. Перо идеально, перо совершенно, перо превосходно. И для того, чтобы работать пером, нужно, конечно, довольно много тренироваться. Но оно и отдачу дает невероятную, совершенно чудесную. С тех пор, как я попробовал перо, я больше не хочу брать другие инструменты. И конкретно по шагам, что происходит, когда я рисую пером. Первое. Например, я получаю вариативную линию. Как я не пытался ее добиться ни линером, ни этим маркером, тем более вообще это невозможно, ни карандашом, такой типографичности, конкретности, вариативности и одномоментно сразу же готовый к такой эффекту коммерческой готовности, коммерческой продажности в хорошем смысле этого слова. Линии я не получал нигде. Я рисовал всем чем угодно и, много попробовал. И в том числе, например, и там современную эту историю с стилусами и прочими, которые до безумия оптимизированы, до крутости похожи на натуральные материалы. Но нет, так не происходит. Перо как оставалось совершенным, так и остается совершенным. Это, в общем, мое такое убеждение, парадигма. И я бы отошел от него, если бы мне в руки попало что-нибудь, что более удобно, ясно, просто быстро закрывает мои задачи. Мои задачи сугубо практические. То есть у меня большей частью не художественное творчество, а нужно клиенту показать идею, и если ты ее показываешь сразу же быстро и круто, то ты молодец, проект твой. Если ты, идешь в какую-то странную историю, которая не дает реального результата, реального импрессии, реального воздействия на человека сразу же, быстро, хорошо. Вот, и проект тогда не твой. Вот это все сталкивается у меня о сугубую практику. То есть можно идти в художественную историю, но я повторяю, я не художник, и та техника скетчинга, которую я практикую и про которую рассказываю, и которую преподаю, она направлена на сугубо практическую историю. Можно рисовать лучше, чем я, многие рисуют лучше, чем я, это не проблема. Моя техника для того, чтобы вот так вот взять и сразу же сделать то, что есть в голове, и получить, такой хороший результат. Тут же быстро. И именно этой задаче идеально отвечает перо, потому что оно делает вот в этом разрезе то, что не делают другие инструменты. Бамс, бинго. Много кто что использует, много у кого там какие интересные штуки получаются. В общем, для меня это большей частью фантазии. А мой скетчбук рабочий, проектный, он набит вот этой вот практикой. Практикой сверху прям донизу. Вот. Окей, это такая вводная часть. А теперь к тому, что происходит на экране. А на экране происходит рисование в одноточечной перспективе. Как вы видите, все линии, направляющие у этих домиков, которые я рисую, они направлены в одну точку. Эта точка находится слева от центра нашего экрана. И вы видите, все мои основные направляющие линии, они приведены именно туда. Все горизонтальные линии на рисунке горизонтальные, все вертикальные линии на рисунке вертикальные. И это наиболее, с моей точки зрения, простая для изучения техника рисования
объектов, например, города, как я сейчас рисую город, в перспективе. Это один момент. А второй момент – это мое упражнение и моя практика на развитие пространственного мышления. Вот если вы, например, думаете, что бы такое веселое сделать со своим мозгом? Попробуйте предложить ему вот такую вот задачу, когда вы формируете такую плюс-минус городскую среду на разнообразном рельефе и попробуйте повыращивать там домики. Это безумно интересная затея. Особенно если вы профессионально относитесь к среде ландшафтного проектирования и архитектуры. Это такое, как будто бы, как сказать, как будто бы кроссворд пространственный, объемный, эстетический для человека, который занимается проектированием профессионально. Я вот такие вот штучки рисую очень часто, и вы можете посмотреть на моем YouTube-канале. Их довольно много. Особенно их довольно много, например, если отмотать год назад, я почти большей частью рисовал вот это вот, когда сидел в Пезаро и работал там, Пезаро в Италии. И так как мне как раз там нужно было срочно включать пространственное мышление, то, например, днем я сижу, практикую, работаю, а утром я иду на пляж и пью кофе и делаю там зарисовку. И со мной скетчбук, какой-то итальянский, кажется, самый простой, кажется, купленный в магазине Tiger, да, за 3 евро, вот, он у меня с собой, и с собой у меня там, не помню, или я брал перо и чернильницу, и сидел там в кафе на море, то есть искупался, заскочил в кафе, кофе стоит 1,5 евро, нет, евро 20, да, и там есть Wi-Fi, и я веду оттуда стримы. И таких стримов у меня на канале довольно много. Если интересно, то смотрите там, отматывайте вниз вот эти вот видосы и смотрите. В общем, там довольно весело. Про то, как тренировать такую перспективу. Я рекомендую начать, например, с самого простого объекта. Вот есть у вас лист. Вы берете этот листик, рисуете на нем линию горизонта. Вот как у меня вот эта вот линия нарисована. И ставите на ней точку. И эта точка будет именно точкой схождения одноточечной перспективы. И пробуйте нарисовать домик, как у меня вот этот вот первый от середины. Рисуйте для него фасад. Фасад совершенно прямой, в нем почти никаких перспективных искажений, и с его углов отправляете лучи в эту точку схождения перспективы одноточечной. А потом теневые области, например, развиваете так же, как и видно у меня на рисунке. Я использую перо и тушь, и те материалы, которые я использую, я обычно пишу в закрепленном комментарии внизу этого видео, так что переходите, смотрите, там можно посмотреть, как выглядит вот это аквабраш, как она называется, примерно сколько стоит, где продается. Там у меня есть все ссылки и чернила, вот эти винсор-ньютоновские. Единственное, там не присоединено перо, потому что я найду и еще тоже добавлю в этот список, чтобы всем было удобно. И там те линеры, те маркеры, которые я предпочитаю для своей работы, они там тоже показаны. Поэтому смотрите, ссылка в комментарии, закрепленном комментарии к этому видео. Вот, и с этого нужно начать для того, чтобы гонять вот эту перспективу. Не стоит начинать ее сразу со сложного такого построения, где множество объектов. В принципе, если смотреть на мой скетч и повторять за мной, то можно разобраться, сделать так, 5-10 раз, и все у вас будет понятно, все срастется вместе. Но можно пойти по более простому пути. Вы рисуете один домик в перспективе выше линии горизонта, один домик в перспективе ниже линии горизонта, один домик справа, другой домик слева, и вот такими домиками примерно плюс-минус заполняете лист. Сначала не заботимся о том, чтобы это все выглядело как-то аккуратно, там, даже симпатично, просто не заботимся о том, а заботимся о том, чтобы это просто было простроено правильно в перспективе. Как только начнет получаться, почувствуйте свободу, почувствуйте силу и почувствуйте, что вы можете формулировать и строить пространство. И это не доставляет вам там никаких проблем, а наоборот, на самом деле приносит там большое просто удовольствие. И в этом огромный кайф.
когда ты придумываешь, и происходит и генезис, и ты думаешь такой, интересная штука, вот ее раньше не было. А теперь это продукт моей головы, и она появилась. Это очень любопытно. И это вдохновляет, заряжает, дает силы. Ты делаешь то, чего не было в этом мире. Круто. Ну и ты делаешь интеллектуальный продукт, и делаешь его очень быстро. Ну и также можно подходить к проектированию. Если вы думаете, например, таким масштабом о городе или, ну, о большом регионе, когда вы там думаете про горы, там, про холмы, про поля, про несколько видов перспективы, это кулисность, там, характерная для Италии. Ну, так думают живописцы часто, когда рисуют пейзажную историю в такой традиционной стилистике. Это очень круто. Но также вы можете думать и о микромире. Если правда работает в макромире, значит она откликается правда и в микромире. Таким же образом вы думать можете на практическую ситуацию. Если вы думаете про свой участок на даче, вы можете формулировать его пространство таким же образом. То есть сидеть и раскидывать в перспективе, каким образом может смотреться он с одного вида, с другого, с третьего. И таких уроков у меня тоже очень много на моем канале. Посмотрите, они посвящены там ландшафтному проектированию и ландшафтному скетчингу. Вот здесь макроструктура, это город, это большие горы, это большие переходы. И точно так же можно делать микроструктуры, когда вы формулируете, например, небольшую перголу, небольшую скамейку, небольшую композицию из цветов и кустов. И все это едино. Принципы одни и те же. Научились рисовать одно, фактически вы научились рисовать большинство объектов окружающего мира. Вот в этом перспективном соотношении. И одноточная перспектива, в которой я сейчас рисую, это дико удобный, дико классный способ для того, чтобы отображать действительность или воображаемую действительность. Оптимизация процесса рисования. Вот та техника, которую я сейчас использую, по сути, она и построена на такой некоторой оптимизации процесса рисования. Потому что, ну, кто смотрит мой канал, то видит, что я очень люблю штриховую графику. Это очень симпатично, очень красиво. Но если мне нужно ускориться просто на порядке, что я могу делать? Я могу идти вот в такие моменты оптимизации, когда я тушь, который я рисую, начинаю размывать с помощью аквабраш. И таким образом я избавляюсь от того, что занимает, например, ну, в моем типе графики огромное количество времени, это штриховка. Штриховку нужно знать и уметь. Штриховка — это прекрасно, это валеры, это подчеркивание формы, это подчеркивание там направления, и это очень вкусные штуки. Но если мы можем сосредоточиться только на форме, только на объеме, то мы можем прийти туда с помощью аквабраш. И техника рисования выглядит таким образом. Я делаю контурную часть, строя в перспективе объемы моих домиков. Потом тут же, пока тушь еще, ну, чернила, пока еще чернила не засохли, я приношу туда воду. В аквабраш у меня находится чистая вода. В ней нет тона совершенно. Ну, вот вы видите. Это такая простая вода. И, ну, немножко на кисточке она загрязняется, но я стараюсь ее вытирать. И когда я приношу эту воду на мой рисунок, то у меня она взаимодействует с тушью, которая там, и происходит симпатичное размытие. И эти симпатичные размытия, они прекрасно дают и ощущение фактуры, и ощущение объема, ощущение поверхности, и ощущение недосказанности скетча. То есть в моей системе, в моей картине мира, в моей типе скетчинга и проектного рисунка это все работает очень хорошо. И это оптимизация. Так же, как, например, оптимизацией является и перо. Что происходит? То, что если бы я брал какой-то другой инструмент, типа линера, линер не дал бы мне такую вариативную линию. То есть я автоматически шел бы в аккуратизм. Я был бы вынужден не штрихануть линией, не вот так вот не дернуть рукой, и само все получилось, а вырисовывать аккуратно все эти истории, отрабатывать положение руки, отрабатывать штриховки. Но это долго. Это долго и грустно. Это возможно, и люди так рисуют, и я ничего не имею против. Но я могу вот так вот тяп-ляп провести рукой, пером и шмякнуть туда водой.
и все складывается симпатично в объемы. Что я выберу? Конечно, я выберу вот это вот, то, что я использую. Это оптимизация, и это симпатичная оптимизация. И это, это красиво. Так что то, что я использую, например, там древний инструмент для рисования и растопыриваю вот эту вот историю с банкой туши, это не усложняет мой процесс, а наоборот облегчает те следующие стадии, об которые там многие просто затыкаются. А я прохожу их легко, потому что инструмент и материал мне помогают. Про инструменты и материалы, вот такая история. Сейчас я работаю на самом дешевом виде бумаги, и это является собой некоторую проблему. Потому что если бы я взял хорошую дорогую бумагу, она начала взаимодействовать бы с водой и с тушью, давая мне, в зависимости от типа бумаги, но большей частью очень красивые разводы. И что получилось бы? Получилось бы, что на мою линейную графику пришли бы типичные дорогие акварельные разводы. Дорогие вот эти вот пятна, круто выглядящие, которые, может быть, во многом зависят не только от мастерства рисовальщика, например, акварелиста, но и от типа материала, который он использует. Вот это прям очень важно. Пока я не пробовал дорогую бумагу, я не знал, насколько это круто, насколько это все помогает. Ты капаешь в лужу туши, ты приносишь туда воду, и она начинает невероятным образом чудесно взаимодействовать с дорогой бумагой. Вот это прям факт. Я это видел, я это использую. Если у меня есть бюджет на это, то, конечно, я возьму дорогую бумагу. Но сейчас передо мной просто лежала пачка дешевой, которая назначена была для того, чтобы там я учился рисовать зубной щеткой, и я использовал ее, потому что мне было просто лень идти за другим типом бумаги. В общем, вот, оптимизация рисования, она будет в том, что если вы выберете, подберете, отработаете под свой тип рисования хорошие материалы. Хороший рисунок можно нарисовать на чем угодно, на обрывке газеты или прочее. Но, простите, чтобы нарисовать на обрывке газеты, это потребует от вас рисовального достаточно большого совершенства. То есть перед тем, как на обрывке газеты рисовать там или еще что-нибудь круто и получить крутой результат, вы должны вбить просто, я думаю, годы на обучение рисования. А дорогие материалы, они делают фокус, когда даже не очень опытный рисовальщик может получить и вылезти на эффектах взаимодействия туши или чернил и бумаги, и акварельных эффектах. И вот, думайте, что вам нужно. Или по чесноку двигаться в направлении вот таком там долго, больно, тяжело, но правильно, и вы молодец. Как бы кто это оценит, я не знаю. Наверное, не я, как вы хотите. Или пойти по такой оптимизации этого всего процесса. Я не художник, мне все равно. Мне нужен результат. И результат мне нужен прямо сейчас. И поэтому я иду в историю, где в моей технике я сочетаю различные эффекты. Я сочетаю там, высокую технику работы пера и туши. И сочетаю вот эти вот акварельные эффекты. Когда у меня есть возможность, я использую дорогие бумаги, дорогие материалы и дорогие эффекты. Когда у меня нет возможности, я иду по-простому, вот как сейчас, например, вы видите. Но все равно получаю симпатичный, плюс-минус симпатичный результат. На чем он основан? Он основан на вот использовании вот этих всех моментов, которые я проговариваю. Пожалуйста, их тоже используйте, и будет получаться неплохо. И вот я уже практически подхожу к завершению этой истории. Для меня самым интересным было простроить вот эту вот ситуацию городскую выше линии горизонта и ниже линии горизонта. И посмотреть, каким образом там я могу сформулировать вот эти вот объемы. Это как упражнение, развлечение и хобби. Кто-то там собирает цветочки бабочек или чем-то еще занимается, а я порой занимаюсь вот этим, потому что это очень близко к моей проектной истории. Таким образом, я заряжаю и упражняю мозг и делаю свободным, потому что, такая ситуация вряд ли возможна, в принципе, как у меня на листе, но вот на листе, например, я ее могу так сформулировать, мне это весело. И это, опять же, тренировка. И, скорее всего, в дальнейшем, прорабатывая такие ситуации, я буду усложнять и делать более интересными и любопытными.
Надеюсь, вся эта история показалась вам интересной. И что я рекомендую? Я рекомендую начать пробовать, потому что на самом деле это не очень сложно. Это даже просто. Главное подойти к этому вопросу спокойно, с рассуждением и с удовольствием. Берете и практикуете. Подход, подход, подход. Вы знаете мою вот эту вот как парадигму. Это как спорт. Это как такие тренировки. Если их делать и делать регулярно, то все получится. Если просто попробовать один раз, то вряд ли получится что-нибудь стоящее. Поэтому делайте подходы и практикуйте. Вот, надеюсь на пользу. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и внизу в описании к видео можно посмотреть на плейлисты, где можно научиться рисовать. И смотрите их, изучайте, повторяйте одновременно вместе со мной. Это такой нормальный способ научиться рисовать. Подход, подход, подход. Это все спортивная штука. Она отлично работает. Всем чао-чао.